Мазафак. Правильно ли советуют рисовать фигуру, делать наброс, скетч, зарисовку фигуры от середины, а не с головы или пятки? Или это индивидуальные заскоки отдельных рисовальщиков? Возможно, это и влияет на пропорции, но как-то непривычно находить среднюю линию, точку, даже у прямо стоящей фигуры в районе лобка, и начинать рисовать, сопоставляя верх и низ. Но если опыт большой, то вы с любой точки начнете рисовать. По-моему, Кордовский или Чистяков, преподаватели еще старой школы во времена передвижничества, там, условно говоря, с большого пальца начинал фигуру, так, не отрывая карандаша, и заканчивал. То есть это такое видение объема должно быть. У меня так точно не получится, я не пробовал, но это уж очень вряд ли. Для простоты, держа конструкцию в голове, наметили эту сторону, потом эту. Допустим, рука в ракурсе. Наметили эту часть, потом эту. Как бы все время обнимаете форму с разных сторон. Если вы мыслите большими кусками, то прям вот этот кусок нужно сразу запечатлеть. Например, я не знаю, корпус. То есть бум, сразу его. Как он в пространстве находится. К этому корпусу сочленение, голова. Жик, шея. И вы вот этими кусками большими сочленяете в ракурсе сложные объемы. Это нарабатывается. Главное, чтобы конструкции отводить первое место. У меня есть 3, по-моему, урока на эту тему с разбором конструкции фигуры, для набросков и для вообще понимания, для рисунка фигуры. Посмотрите, пожалуйста, короткий анонс, чтобы понять конструктивную часть, из чего состоит урок, как все это распределено, как рисовать и конструкцию, и линию, и красоту всякую. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком. Юзер CK. Постоянно восхищаюсь талантом Вячеслава. Спасибо за добрые слова. Вячеслав прав, заниматься искусством – это дорогое удовольствие. Думаю, вы правы. Однако вот так вспоминается, ведь в Строгановку, когда я поступил, нужно было, в общем-то, выживать. И учиться, и выживать. Поддержки у меня не было. Поэтому какие-то делал копии, рисовал работы, чтобы продать. И при той нагрузке в академии это, в общем-то, довольно-таки непростое занятие. И тем не менее, было ли это искусство для меня дорогим? Дорогие краски, например, да. Можно же акварель купить, можно же гуашь купить. Понятно, что она тоже не дешевая. Как-то вывернуться. Акварель, кстати. Затачивать себе на акварели. Сложно, но возможно. Посмотрите, не так много хороших акварелистов в мире, но они же есть. Можно перенимать их приемы и исследовать по этому пути. Напомню, что очень скоро будет класс в Провансе, во Франции, и мы будем писать лавандовые поля, чудесные платаны, кафешки Кукерона, там, где снимался фильм «Хороший год». Будем в окрестностях горы Сен-Виктуар, который так любил Сезанн.
изучать живопись в хороших местах с точки зрения живописи, это, конечно, большое дело. Заходите на сайт, информация выложена, включайтесь в команду. Софья Демская, прекрасная работа с индейцем, очень сильный образ. Вячеслав, мне кажется, что он получился похожим чем-то на вас. Как вы считаете, думаете, действует ли такая закономерность, что если художник пишет портрет, то в нем невольно проскакивают, угадываются черты его собственной внешности? Может быть, но даже есть такие исследования, картинки, что человек покупает собаку, и она похожа на хозяина. То есть он по своему... Он же часто смотрит на себя в зеркало и покупает такой же образ собаки, как он сам. Наверное, это каким-то образом и на холсте получается такой вот неосознанный перенос, да, образа. Не знаю, я этого не вижу, но если вы это видите, скажите, кто еще видит, кроме Софьи Демской. А мне интересно узнать ваше мнение. Может, действительно мне нужно как-то с пристрастием пристально оценивать то, что я делаю и рисую. Нет ли там меня? Друзья, нужна помощь зала. Что вы скажете? Есть ли такая закономерность? Каждый пишет себя или не пишет? Тичер Светлана, давно смотрю ваш канал, хочу задать вопрос, как грамотно компоновать на круглом, овальном формате? Спасибо за ответ. Да так же, как и на квадратном, на треугольном. Смотрите, чтобы расстояние между частями по пятнам, вот вы какие-то пятна закомпоновали, это не важно, что натюрморт вы пишете, пейзаж или портрет, фигуру, по пятну, чтобы не было никаких симметрий. Голова, например, ну вот по центру, да, круглого этого овала. Ну, смешно. Ну, чуть-чуть сместите ее. Или вниз, кстати, вверх, в сторону, чтобы были отношения как 3 к 5. 3 к 5. Ну, в природе косточки, смотрите, 3 к 5. Вот это все золотое сечение, чтобы где-то вам помогало не только закомпоновать, но и писать, чтобы каждый мазок, масса мазка, площадь его, не была такой же, как следующий. Вот две вот руки, они спорят друг с другом. Ну, по площади, по массе. И расстояние, чтобы были разные. Не равно вот это расстояние, не равно, ну, этому, ну, вот этому, да, который между ними. Ну, чуть-чуть все пусть смещается. Вот эта масса, все пусть в движении. Нужно нарисовать движение в холсте. А для этого просто внимательно смотрите, чтобы не было никакой симметрии. Чтобы все было не одинаково. Ни массы площади, ни расстояния между ними. Все настолько просто. Сложно сделать, согласен, но идея такая. Заседание продолжается. Это такой ник на YouTube. Под газом любой шедевр нарисует. Вы попробуйте без допинга. Шутка написана. Но под газом надо тогда и смотреть этот шедевр, чтобы все были под газом. Тогда все прощают. Всем. Действительно, под газом нервное напряжение, страхи все-таки снимаются, и писать-то проще. Перестает человек жалеть краску, нейронные связи начинают как-то не очень-то выстраиваться логически, и алогичность в живописи приветствуется, некий такой наглый хаос такой, из которого, конечно же, что-то угадывается, какая-то форма. Но ребус, такая загадка в каждом живописном полотне меня лично заводит. Мне это нравится, когда мне не надо разжевывать, я сам съем, сам хочу разобраться, что там. Друзья, нажимайте, пожалуйста, кнопку «Нравится», если нравится. И делитесь с друзьями моими видео, комментируйте, задавайте вопросы. Я предлагаю после этого кино посмотреть еще одно, называется «Трудный цвет в живописи». Ну, пока.